Казалось бы, ролик посвящен оцифровке 8-миллиметровой кинопленки, а я в самом начале вращаю спиннер. Какая связь? Ну, можно сказать, что спиннер в некотором роде похож на обтюратор. В первый раз вопросом оцифровки 8-миллиметровой кинопленки мы с отцом заинтересовались лет 5-6 назад, когда тот у родственников накопал энное количество старых архивных записей. Метод экранки, конечно, является самым донным и несовершенным, но при этом не требует модификации проектора. Самым крутым является, конечно же, сканирование пленки, но этот способ отличается ценой, несколько не соответствующей качеству исходников. Собственно, поэтому мы остановились на варианте промежуточном, на проекции картинки непосредственно в объектив видеокамеры. Тогда же была заменена лампа в проекторе и просверлено несколько дырок. Я занимался оцифровкой и обработкой, а отец выпилкой деталей, в число которых вошла кривенькая и косенькая подставка под камеру. В общем, на ту порцию домашних пленок и один колым терпения хватило. Но у системы были недостатки. Подставка была не универсальной, разрешение видео ограничено паловским, точно наводиться на резкость было не очень удобно, ну и, что самое неприятное, скорость проекции не держалась точно, и ее приходилось постоянно подкручивать на ходу. Как результат, иногда картинка начинала мерцать. А учитывая состояние наших пленок, во время оцифровки становится как-то не до регулировки скорости хода, ибо перфорация ни к черту, и приходится постоянно следить, чтобы пленку не утащило куда не следует. Ну или пускать ее задом наперед. Это помогает. Сравнительно недавно нам в руки попало еще несколько катушек с пленкой. Камеры с того момента подросли в разрешении, избавились от DV-разъема и стали тупо удобнее. Наши амбиции также усилились, и, как почти всегда на этом канале, мы поставили перед собой вполне конкретные задачи. Не просто оцифровать пленки покачественнее, чем было раньше, но и сделать процесс удобнее, предсказуемее, аккуратнее и с меньшим градусом не самого адекватного задротства. К слову о нердах. Задавшись целью, мы приступили к гуглению и обнаружили целую группу товарищей, которые пленку переснимают покадрово, это долго, по DV, старо и с использованием довольно странных средств исполнения. Интересно. То есть, если грубо, они пускают пленку на пониженной скорости, заставляют механизм кинопроектора кликать мышкой по кнопке снятия кадра, и специальная прога формирует из таких скриншотов полноценный видеопоток. Жесть, как она есть. Во-первых, насилие над мышкой, во-вторых, тотальная привязка к компьютеру. Это не наш метод. И только крепеж камеры мы решили воспроизвести по примеру одного из авторов, ибо это очевидно, просто и потенциально может быть подстроено под любую камеру впоследствии. Притом подстроено очень точно. Во время первых опытов площадка еще не была готова, но был прикручен дополнительный объектив, в нашем случае индустар, посаженный в колечко, вырезанное из ненужной бленды. Дополнительно покупать фильтр нам было лень, и руки очень чесались. Мы порадовались самой картинке, испугались мусора и столкнулись со вторым смертельным врагом — мерцанием. Оно возникает из-за простого несовпадения скорости проекции и кадровой частоты видеокамеры. По той же причине в кино частенько полосили LT-мониторы. Подстроить можно, но механика проектора не обеспечивает точного хода, в результате чего пришлось вспомнить о синхронизаторе, вход под который расположен у проектора где-то в заднице. Символично. Как же работает страшный зверь-синхронизатор, который предполагалось совать в нестандартный разъем кинопроектора? Самого села у меня нет, так что объясню на пальцах. Вы ставите синхронизатор на магнитофон, протягиваете ленту так, чтобы она вела за собой синхронизатор, втыкаете разъем, спрашиваете кинопроектор, как он себя чувствует, поднеся вот к этой фиговине неонку, подстраиваете скорость хода пленки в кинопроекторе так, чтобы риски не шевелились, далее делаете зарубки на магнитной ленте и на пленке, после чего включаете проектор и при появлении метки на экране запускаете магнитофон сначала на запись, а потом когда-нибудь на воспроизведение.
Кстати, если среди моих зрителей есть люди, которые в свое время с этой бодягой успели повозиться, притом успешно, расскажите свою историю в комментариях, мне правда интересно. К вопросу о разъемах. Кто-нибудь вообще в курсе, как это существо называется, где еще встречалось и почему нумерация контактов такая странная? Синхронизатор, кстати, работает просто. Несколько раз в секунду он дает проектору команду замедлить ход, если тот вдруг ускорился. После двухмозгового штурма было принято решение давать эту команду по тому же разъему извне. Нам потребовалось реле и микроконтроллер, который генерирует управляющий сигнал заданной и изменяемой частоты. Частота подбиралась экспериментально и составила воистину сатанинские 4,166 в периоде герц. После этого осталось всего-навсего прикрутить объектив, прочистить кадровое окошко, зарядить пленку, навестись на резкость, что проще всего делается при помощи прямого вывода картинки с камеры на телевизор по HDMI, выставить экспозицию и нажать на запись. Через секунду частота придет в норму, и мы получим картинку приемлемого качества в заведомо более высоком разрешении. После чего все добро можно перемонтировать, подправить, если требуется, и вуаля, цифровые копии пленочек готовы. Подозреваю, тупо из-за самого процесса я заново переведу в цифру и старые наши архивы. Если что, могу заняться и вашими, если картинка, которую вы увидели здесь, вам пришлась по нраву. Так или иначе, мы с отцом свой фан получили. Если его получили и вы, обязательно поделитесь этим роликом с друзьями, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы на него не подписаны, и все такое. Всем пока, спасибо за внимание, с вами был Шварц энд Пух.